Привет, ребята! Те из вас, кто давно следит за моим каналом, знают, что я нередко использую в своей работе ручные столярные инструменты. Но обо всех своих инструментах я сегодня рассказывать не буду. Об этом есть видео на моем канале. А сегодня я хочу поговорить о части своего ручного инструмента, а именно о рубанках. За 3 года моего увлечения столярным ремеслом у меня собралась неплохая коллекция ручных рубанков Сестрорецкого завода имени Воскова. И недавно к этой коллекции прибавился еще один интересный инструмент, о котором я хочу вам рассказать. Но прежде чем показать вам этот инструмент и рассказать о нем, я хотел бы коротенько пробежаться по тем рубанкам, которыми я пользовался до настоящего времени. Самым первым рубанком, который берет в руки столяр при работе с необработанной древесиной, называется шерхебель. Шерхебель – это рубанок для черновой обработки древесины. Вы могли неоднократно видеть его в работе на моем канале. Этот рубанок имеет узкую колодку и железка, то есть лезвие, заточенное не прямо, а под небольшим радиусом. Таким образом он позволяет быстро и эффективно выравнивать поверхность доски, снимая значительный объем древесины за короткое время. Следующий инструмент – это обыкновенный рубанок номер 4 по классификации Стэнли, имеющий одиночное лезвие. Режущая кромка у этого лезвия уже прямая. Этот рубанок предназначен для черновой обработки заготовок. Им удобно выравнивать поверхность после шерхебеля. Либо быстро снимать лишнюю древесину до линии разметки. В некоторых случаях этот рубанок способен выполнить весь объем работы над деталью. Самый большой, самый тяжелый и самый дорогой рубанок в моей коллекции – фуганок номер 7. Это незаменимый инструмент, позволяющий создавать на заготовках базовые плоскости. По сути, он является прототипом фуговального станка. Без него работа столяра сложна или вообще невозможна. Рабочая лошадка столяра – рубанок номер 4 с двойным лезвием или с лезвием и стружколомом. Это чистовой рубанок, позволяющий создавать абсолютно гладкую поверхность, не требующую дальнейшего шлифования. Такой рубанок еще называются выглаживающим. Чаще всего этот инструмент используется на окончательной стадии работы с заготовками. Но он может использоваться и для черновой обдирки древесины, если вылет ножа сделать чуть больше. Следующий рубанок, который перед вами, представляет собой промежуточный вариант между большим фуганком и обычной четверкой. Такой инструмент называется полуфуганок или рубанок номер 5 по классификации Стэнли. Американцы называют его джек-плейн. Этот рубанок мне достался в плохом состоянии. У него была сломана одна из щечек. Поэтому я сделал из него так называемый кромочник. За счет деревянной щечки появляется боковой упор, позволяющий делать кромку, совершенно перпендикулярной базовой плоскости детали. Кромочный рубанок работает очень хорошо, я им вполне доволен. У него отсутствует передняя рукоять, но она тут и не нужна. И, наконец, гвоздь нашей сегодняшней программы. Инструмент, о котором я хотел вам рассказать, рубанок Восковского завода под названием «Отборник». Это непростой рубанок. По конструкции он считается одним из самых сложных после шпунтубеля. Со шпунтубелем у него много общего, но выполняют они разные функции. Данный рубанок предназначен для выборки четвертей в заготовках. Особенно часто он применяется при изготовлении дверей, окон и подобных деревянных конструкций. Ротик у этого рубанка открыт с одной стороны, что позволяет использовать данный инструмент для зачистки четвертей и шипов. У рубанка есть навесные элементы в виде упоров.
Один из упоров регулирует глубину строгания, а второй упор регулирует ширину строгания. Ротик данного рубанка расположен немного под углом, что позволяет делать частоту строгания более качественной. Практически все эти рубанки я купил по объявлениям на барахолке типа Авито и Юлы, за исключением полуфуганка, который я получил в подарок от своего односельчанина в благодарность за помощь с компьютером. Все эти рубанки стоят по-разному, в среднем около 1500 рублей, кроме фуганка, за который мне пришлось выложить 5000 деревянных. Эти рубанки продаются на барахолках и по сей день. Стоимость их до сих пор почти не изменилась. Любой начинающий столер может позволить себе приобрести набор необходимых инструментов для строгания и пользоваться ими после небольшой доработки. Почему я раньше не приобретал этот отборник? Да по той причине, что до сих пор он не попадался мне в полной комплектации и в хорошем состоянии. Продавец этого рубанка сам увлекается коллекционированием инструмента и довел отборник до рабочего состояния, и даже нож оказался заточенным, чему я несказанно рад. Сейчас я буду испытывать этот рубанок в работе. Не уходите, будет интересно. При попытке настроить инструмент выяснилось, что у него имеются некоторые проблемы, а именно, я попытался настроить ограничительный упор на ширину строгания 10 мм, но мне не удалось этого сделать с первой попытки. С одного края упора было 10 мм, а с другого края уже 12 мм. Из этого можно сделать вывод, что либо сам упор является кривым, либо удерживающий его штырь не перпендикулярен щечке рубанка. Возможно и то, и другое. В любом случае на упоре имеются отверстия, с помощью которых можно установить деревянную накладку и с ее помощью нивелировать перекос самого упора. Я подумаю, как мне лучше поступить, а пока попробую построгать тем, что есть. Здесь видно, что получился какой-то скос. Нет ровной вертикальной стенки у четверти. По какой-то причине рубанок сползает к краю. Если кто-то из вас работал с таким отборником, напишите, пожалуйста, по какой причине может происходить подобное явление. Возможно, я неправильно настроил железка рубанка, или боковой упор дает подобную картину. Нужно разбираться. В любом случае рубанок хороший. Мне нужно просто к нему приноровиться и научиться с ним работать. Думаю, инструмент послужит мне в моей дальнейшей работе. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всего вам доброго и до новых встреч!